Всем привет! Вы смотрите нас на канале В центре Бразилии. И в этом выпуске мы расскажем вам про традиционный бразильский вид спорта. И это не футбол. Мы расскажем вам про спортивное ориентирование. Спортивное ориентирование зародилось в странах Скандинавии в начале 20 века. Именно благодаря тому, что финны умели ориентироваться на местности и читать карту, а русские нет, маленькая Финляндия чуть было не победила СССР в ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов. СССР тогда победил, но не умением, а живой силой, множеством жертв. Солдаты были скованы, боялись леса. А маленький отряд финнов мог за несколько часов, прекрасно владея картой, ударить в лоб с двух флангов и тыла по огромной армии и успешно отойти в укрытие. Уроки войны были усвоены быстро. Летом 1940 года в школах Советского Союза началось изучение карт. А после Второй мировой войны спортивное ориентирование стало активно проникать и в гражданскую жизнь. 1963 год считается годом придания спортивному ориентированию официального статуса в СССР, а в 1977 году ориентирование признано олимпийским видом спорта. Тут стоит сказать, что не все олимпийские виды спорта входят в программу Олимпийских игр. Так, например, боулинг и армрестлинг – это тоже олимпийские виды спорта, однако в программе игр, так же как и ориентирование, их нету. Признание ориентирования олимпийским видом спорта повлекло его развитие во всем мире. Особенно мощный стимул это дало развитию ориентирования вдали от Европы. Например, тут, в Бразилии. Военные еще раньше поняли необходимость чувствовать себя своими на любой незнакомой местности. Так, одна из причин изначального успеха, а потом поражения Парагвая в Парагвайской войне против Бразилии, Аргентины и Уругвая в 1864-1870 годов была в том, что стороны хорошо знали знакомую местность, но плохо знали другие места. Не было карт, и это исключало военные маневры. Спортивное ориентирование в Бразилии начало развиваться как прикладной военный вид спорта. Так, ориентирование на местности – одна из учебных дисциплин в бразильских военных академиях. И уже при помощи военных спортивное ориентирование пришло в обычную гражданскую жизнь. Почему люди занимаются спортивным ориентированием? На то есть несколько причин. Во-первых, спортивным ориентированием можно заниматься где угодно. В лесу, в горах, в городе, в парке. Даже внутри зданий можно заниматься этим видом спорта. Для этого достаточно иметь всего лишь карту местности. Спортивным ориентированием можно заниматься в любом возрасте. От мала до велика. От 8 до 88. В современных соревнованиях даже есть группы, где родители бегают с маленькими детьми на руках. И спортивное ориентирование – это не только бег по карте. Сейчас это еще и лыжи в странах, где есть снег. Это еще и ориентирование на искусственной местности, он же спортивный лабиринт, который придумали в начале 21 века. А также даже существует трейл-ориентирование. Это специальный подвид спорта для людей с ограниченными возможностями. Люди на инвалидных колясках катаются по тропинкам в парке. В ориентировании не важна твоя подготовка. Ходить умеют все. Путь по карте рано или поздно тоже найдет любой. Поэтому двери на соревнования открыты для всех желающих. И это безопасно. Кстати, спортивное ориентирование – это еще и очень легкий психологический вид спорта. Ты ходишь по местности, смотришь вокруг, наслаждаешься красивыми видами, и никто тебе не наступает на пятки, как, например, на соревнованиях по легкой атлетике, где ты бежишь, и тебе в спину дышат. Ты просто ходишь и наслаждаешься красотами. В России спортивное ориентирование входит в десятку самых любимых видов спорта. А в Швеции и Финляндии это самый-самый массовый и любимый вид спорта номер 1. Немного расскажем о себе. Я Артем, мастер спорта по спортивному ориентированию. В России это самое высшее спортивное звание, которое можно получить по виду спорта внутри страны. А это Настя. У нее первый взрослый разряд по спортивному ориентированию. Именно поэтому мы прекрасно знаем, как устроен этот вид спорта.
И из-за этого мы решили съездить на соревнования по спортивному ориентированию, которые проходят тут, в Бразилии, сравнить людей, участников, вообще как устроены сами соревнования. И тут нас ждала абсолютная сенсация. Сперва о дороге. У каждой страны и каждого региона есть своя специфика. В России из большинства крупных городов ведет железная дорога. От каждой станции за городом можно доехать на автобусе или такси до каждой из деревень. Из Москвы железная дорога расходится на 12 направлений. Поэтому на пригородных поездах и автобусах можно доехать до любой точки из города. Нет необходимости вообще иметь машину. У многих ее нет. Как вы знаете из одного нашего прошлого видео, вот из этого. В Бразилии все совсем не так. Поездов нет, машина необходима. А у нас нет не только денег на нее, но и прав. Поэтому 70 километров от дома до места старта нам пришлось ехать на велосипеде. Выехали мы накануне вечером. Из-за жаркого солнца все старты тут стараются давать рано утром, потому для себя мы решили, что лучше взять все необходимое и переночевать на месте старта. Мы написали организаторам про такую возможность, но нам не ответили. Возможно, решили, что мы чокнутые. Как вы знаете из нашего прошлого, этого видео, тут все пекутся о безопасности, в отличие от нас. Поэтому, не получив ответ, мы просто поехали вперед. Продукты мы взяли с собой тоже, но по пути увидели огромный супермаркет. В Бразилии, как и в большинстве стран мира, цены в таких магазинах ниже, чем в маленьких гастрономах у дома. Добравшись до места, мы просто поставили палатку, набрали в реке воды, приготовили ужин на турбопечке и легли спать. Первый сюрприз нас ждал в поиске места старта. Вот тут уже началось настоящее ориентирование. В России чаще всего размещают схему прохода к месту старта, используя национальный сервис карт Яндекс. А тут просто выложили название фермы и старый вариант карты ориентирования района соревнований. Где находится нужная ферма, нам следовало найти самостоятельно. Например, используя карты Google. Так мы и сделали. И поставили палатку примерно в месте старта. Проснулись с рассветом, чтобы никому не мешать. Всем доброе утро. А вот мы добрались до стартовой поляны. Ну, почти, она где-то там. Скоро дойдем. Вот, мы ночевали недалеко от воды. Там Артем в кустах затаился. И что хочу сказать. Здесь очень-очень для меня непонятная местность. В принципе, вот это все пробегаемо. Можно идти по азимуту. Но тут где-то была колючая проволока, где-то просто большие корни. Все сейчас влажное, но оно, скорее всего, все будет уже сухое в момент старта. Ну, максимально непонятная местность. К чему привязаться, я вообще не знаю. Видимо, к муравейникам. Слово «привязаться» означает, на что обратить внимание в процессе спортивного ориентирования. Привязываются обычно к хорошо различимым и однозначным объектам. Например, к большим дорогам, глубоким ямам. Тут таких нет. Оказывается, старт не здесь. А хрен знает, где он. Спустя полчаса страданий, поисков, мы наконец-таки нашли старт. Старт на горе. Сейчас идет подготовка к старту. Примерно так же происходит это у нас. Только тут, поскольку основная проблема это либо дождь, либо солнце, самое важное иметь навес над головой. Самим процессом, как происходит ориентирование, я утомлять не буду. Кому надо, просто посмотрите об этом в интернете. А сейчас устроим краткий обзор центра мероприятия. Вот это президент Федерации спортивного ориентирования Федерального округа. Симпатичный молодой парень. А это секретариат. Там принимают заявки на участие и выдают номера зарегистрированным участникам. Вот такие штуки после старта люди ищут на дистанции. Это станции с уникальным кодом. Они пишут информацию в чип. На финише секретарь считывает чип и выдает участнику его результат. Я уже финишировала. Артем давно стартовал, но у него дистанция длиннее. В ожидании его я пошла на финиш снимать других участников. Сегодня приехало на старт 150 человек. Один из них – это известный YouTube-блогер. Вот он снимает ориентирование и имеет многотысячный канал. Помните, в начале видео мы обещали, что вас будет ждать настоящая сенсация? Ну так вот, это не этот блогер.
Каждому финиширующему дают специальную медаль финишера. Это такой обряд. Многие участвуют на стартах именно из-за такой медали. Мы с Артемом считаем это глупостью тщеславия, но тут у каждого свое мнение. Медаль выглядит очень дорого, дороже среднероссийских. Кстати, все судьи тут волонтеры, кроме начальников служб. Возможно, из-за цены медали им не хватает на зарплату. Пункт питания бесплатен для всех участников. Аппетитно, правда? Для всех желающих есть обычное кафе с пиццей. А вот и он, вот и он! Бедный человечек! Ты как? У меня башка говорила на последнем КП. Я вообще не туда бежал. Понятно, А до этого понятно. еще 4 ошибки. Ух ты! И один пункт не работал. Ух ты! Ну ты прям вообще как выжатый лимон. Очень жарко, очень жарко. Прям безумно. Ладно. Отметка ок, это главное. Но пока непонятно. Иди медальку надевай. Чтобы узнать свой результат, необходимо считать свой чип. Но что-то в процессе считывания пошло не так. Начались проблемы с компьютером. Русские хакеры? Теперь посмотрите вокруг. Видна машина полиции. Ощущается какое-то напряжение организаторов. Почему? Та-да-дам! Вариант А. Мероприятие не согласовано. Б. У одного спортсмена нашли наркотики. С. У нас нет разрешения на съемку. Д. Приехал вице-президент Республики Бразилии. Артем с полицией куда-то идет, куда-то непонятно. А вот и ответ. Дело в этом человеке. Это второе лицо в государстве, вице-президент Бразилии. Мы сейчас спросили через службу охраны, можно взять интервью у вице-президента республики про спортивное ориентирование. Но он устал после финиша, с ним все фотографируются и не знаем, получится или нет. Но он приехал и здесь просто пробежал дистанцию. Да, участвует так же, как и все. Человек 10 охраны. Представьте, что был бы, если бы российский премьер-министр приехал бы сюда, тут бы все бы перекрыли. Это был бы праздник одного человека. А так это праздник всех людей. Это просто. Но он очень устал после финиша, еще бы. Я тоже устал. На самом деле мы ошибались. У него не 10 человек охраны, а 2. К сожалению, нам не удалось взять интервью, потому что он устал и немножко дольше считывался, чем нужно. Но, собственно, у него всего 2 человека охраны, а это, оказывается, полиция, которая охраняет нас вот так вот. Да, забавно. Артем всех сделал, видимо, на 10 минут. Анастасия первая. Первая из 4. Неплохо, неплохо. Подведем краткий итог. Спортивное ориентирование – это круто. Если никогда не пробовали, попробуйте. А встретить на маленьких соревнованиях, где участвует всего 150 человек, вице-президента страны, то есть второго человека в стране, где живет всего 200 миллионов человек, вдвойне круто. И у него всего 2 человека охраны. Он никого не боится, нет никаких досмотров. Он что, и теракта тоже не боится? Ну, не знаю, может, он и боится. Но задумайтесь сами, когда власть точно сменится не на следующих, так на после следующих выборах, потому что тут у президентов всего лишь 2 срока, и никаких там подряд, не подряд. В суде сидят настоящие судьи, а не политические проститутки, которые вот так вот меняют свои решения. Тут устойчивая демократическая власть. Но какой смысл эти самые теракты совершать? Человек действительно ничего не боится. Он не вводил зеленых человечков на территорию соседних государств. У него нет дворца на берегу Атлантического океана за $1 миллиард. Все нормально, все хорошо. А если найдется какой-то шизик-психопат, который насмотрится телепропаганды и решит совершить какое-то убийство или теракт? Хотя, погоди, какой телепропаганды? Тут нет телепропаганды, здесь обычно независимые средства массовой информации. Поэтому и вице-президент такой огромной страны может позволить себе самые настоящие развлечения обычного простого человека. Съездить в свой законный выходной день на любимые соревнования его вида спорта, которым он занимался когда-то в детстве, а может быть, когда служил в армии. Не в этом ли настоящее счастье?
Вы смотрели нас на канале В центре Бразилии. Поднять паруса. Дует ветер свободы.